Сегодня я бы хотела с вами поделиться своим экспериментом. Проделываю я это впервые. Я купила вот такую наждачную бумагу в одном из строительных магазинов. На обратной стороне бумаги написано: лист 230 на 280 миллиметров с абразивным искусственным порошком P220 на бумаге с латексным покрытием. Хоть здесь и написано адрес, но на этикетке написано, что все претензии предъявлять по качеству этой продукции в Республике Казахстан. В магазине же на полках было написано, что данная наждачная бумага идет под покраску. Ну, сейчас мы это проверим. Берем наш лист наждачной бумаги, закрепляем его малярным скотчем к нашему планшету или к любой другой твердой поверхности, на которой вы будете рисовать. Очень удобно, когда лист не ездит, и останутся у вас вот такие светлые поля для вашего паспорту, которые в дальнейшем вам понадобится сделать для оформления работы. Поверхность наждачной бумаги не такая уж сильно шероховатая, но имеет определенную текстуру, похожую на направление ряби на воде. Ну, у меня композиция задумана горизонтальная. Будем мы рисовать с вами пейзаж с использованием подмалевка. Я беру для этого спирт технический и кисти. Пока не знаю, какой кистью лучше буду работать, но вот плоские кисти. Здесь у меня есть щетина, есть синтетика. Как вы знаете, пастель хорошо размывается. Нужно, чтобы ваш лист не коробился при попадании влаги на него. Это я делаю впервые, поэтому я не знаю, как себя зарекомендует лист этой наждачной бумаги. Берем пастель Петербургс, сухая. Она у меня очень старенькая. Вот так вот она ломается. Берем пастель Канте де Парис, 50 оттенков в наборе, тоже сухая. Как вы видите, очень широкая палитра у Канте де Парис. Я делала обзоры этой пастели, но более сухая, как мел. Если вы будете сравнивать с другими пастелями, то те более жирные. Берем Мунджи Галери. Этот набор пастеля будем использовать в нашей работе. Здесь есть два отсека. Вот. Приступим к подмалевку. Для этого нам нужно наметить, где у нас будет небо, где земля. И соотношение неба и земли не должно быть одинаковым. Либо вы берете меньше неба, больше земли, либо больше неба, меньше земли. Я думаю взять больше все-таки земли, потому что здесь можно обыграть деревья, травинки на переднем плане. Делаем основной подмалевок. Подмалевок я сделаю темнее, чем сам пейзаж, поэтому я буду брать более темные оттенки. Основные цвета нашего неба. Сразу же намечаем контур интересный, чтобы получился деревьев. Вот, остальное все у нас небо. Деревья наши. Это более светлые участки. Передний план. На переднем плане где-то даже фильтроваться мы должны быть оттенки какие-то
там тоже немножко желтоватых оттенков присутствует. Цвет такой у нас будет больше коричневатый такой. И наш дальний план я бы все-таки каким-то голубоватым его сделала. Сейчас попробуем сделать подмалевок наш. Начну я с кисти щетина. Не знаю, сказала уже я вам, как ведет себя эта бумага при намокании, но надеюсь, что будет интересненько. При высыхании спирта у вас останется тонкий такой красочный слой. Вы можете в разном направлении делать свои штрихи, чтобы у вас получались интересные заливки. Конечно, это не акварель, но пастель — это очень интересный материал. И здесь в хаотичном таком тоне. После того, как высохнет наш подмалевок, мы сможем приступить к работе. Видите, наш спирт окрасился в цвета пастели. Ждем высыхания. Бумагу не повело. Посмотрите, бумага не покоробилась. Я никогда не делала подмалевок для своей пастели. Я узнала об этом от Хоуп Мартин. У нее есть канал на YouTube. Это художник-пастелист. У нее очень интересная работа. Она постоянно экспериментирует с грунтами. Потом я уже узнала, что многие американские художницы, пастелисты применяют такую технику. И решила попробовать. Ну и показать вам, поделиться, что же у меня получится. Есть еще участки не просохшие. И когда начинает высыхать наш подмалевок, пастель чуть-чуть высветляется. Давайте приступим. Здесь я хочу нарисовать облако. Ну и нажимаю я, конечно, поверх так, чтобы остался ваш красивый подмалевок. Нужно найти именно то касание с поверхностью листа, который вам гарантирует такой эффект, чтобы не заглушать нашу красоту. Ведь мы подмалевок делали не просто так, а для того, чтобы добиться неких интересных эффектов. Сделаем интересный контур нашего дальнего леса. Лес на дальнем плане очень интересный такой. Здесь у нас будут березки, группы из березок. Сразу же определимся с дальним планом. Он такой интересный цвет, желтый-зеленый. Я, конечно, попробую взять вот Monster Gallery. Возможно, он мне даст этот эффект. Формируем контур нашего поля. Какой-нибудь интересный нужно сделать нам. Я постараюсь не растирать. Где-то у нас в небе, в облаках, отражение самого солнышка. Поэтому добавляю такой немножко теплый оттенок. Вот начинает что-то у нас проясняться с вами. Чем ближе к горизонту наше небо становится более размытым, цвета более такие сероватые, бледноватые. А чем выше, тем более контрастные. Небо летом выдает такие красивые переливы. Где-то оно более контрастное. Небо писать очень интересно. Здесь я решила сделать облачко.
Подмалевок нам дает такую смелость, когда лист у нас все равно испачкан, поэтому не так страшно его испортить. Особенно, когда рисуют новички. Можно пользоваться различными затирками, но я предпочитаю работать пальчиками. Общую такую массу неба мы набрали с вами. Теперь можно приступить к проработке дальнего плана деревьев. Начну, пожалуй, со светлых участков леса. Немного такая борозда из стогов сена. Кое-где у нас встречаются ивы, они немного такие серебристые по своей текстуре. В дальний план нам кажется, что там такие теплые оттенки, там есть, да, они. Но все равно, если вы сделаете все теплыми оттенками, я боюсь, что дальний план у вас выйдет вперед. Все нужно сравнивать. Все отношения цветов вам нужно смотреть в сравнении. Как говорится, все познается в сравнении. Здесь бы мне хотелось сделать темнее. Иногда даже хочется добавлять черный цвет. Что хорошо на наждачной бумаге, вы можете перекрывать многие свои оттенки. После того, как вы проложите все свои темные оттенки, можно вновь приступать к светлым. Ну и так ваша работа постепенно сложится. В пастели Волки Петербург очень интересные есть оттенки. Они такие сложные, сложно-сероватые, которые как раз кстати в этой работе. Мне бы хотелось добавить здесь что-то такое желто-зелененькое, но в то же время, чтобы оно у нас не очень прикрывало наш передний план. Ну, где-то всплески такие делать. Но в то же время нужно смотреть в общем на картину. Все-таки лето — это все оттенки зеленого, а зеленый — это нейтральный цвет в спектре, хотя он может быть как теплым, так и холодным, как все остальные цвета, в принципе, тоже. Здесь мне хочется, чтобы зазвучал немножко вот такой зеленый, чтобы свет деревьев все-таки передавался. Здесь тоже очень много вот этого зеленого цвета. Но мы еще вернемся к переднему плану. А пока нам нужно поработать. Немножко проработать все-таки здесь. Мне бы хотелось тоже как-то выявить наши деревца. Не хватает все-таки контрастных цветов. Поэтому мы всегда используем черный цвет. Вот, чтобы наш свет на деревьях более вырисовывался, мы применяем более темные оттенки рядом. В то же время не забываем о том, что у нас есть наш передний план, с которым мы должны, конечно, поработать.
И мы вот так вот возвращаемся от дальнего плана к переднему. Смотрим, насколько мы должны прорисовать. Здесь у нас многотравие идет такое. Я очень люблю наши поля. Это такая красота. Стрекочут кузнечики. Немного травинок на нашем переднем плане. Здесь у нас высохшая крапива. Добавляем отражение нашего неба в деревьях, но не очень сильно. Нам нужно прорисовать еще стволы наших берез. Они где-то видны, где-то они пропадают. Где-то у нас всплески разнотравия вообще сложно рисовать. Ну и делать так, чтобы уж одинаковые травинки у вас не были. Они по цвету очень отличаются. Наш замечательный подмалевок в этом плане нам, конечно, помогает, потому что уже какая-то масса у нас набрана, основная. И нам остается чуть-чуть подчеркнуть. Здесь более коричневатые оттенки идут. Здесь более красноватые добавим. Немножко даже, наверное, с фиолетоватыми. Что-то должно быть такое фиолетоватое, красноватое. Люблю вот этот оттенок канте, он такой бежевый, очень красивый оттенок. Здесь надо что-то сделать по разнообразнее, наверное. Нашу темную крапиву мы попробуем написать вот так. Нам не хватает каких-то желтых оттенков в нашей траве. Чего мы, естественно, добавим. Желто-зеленых. Но в целом это, конечно же, зеленые оттенки. И осталось немного добавить нам каких-то светлых штрихов. Возможно, даже розовых. Вот где-то мы кое-где только добавляем наши травинки. Теперь нужно немножко обобщить наш дальний план. Добавить светлых оттенков. И тогда наша крапива как-то обрадует нас и выйдет на передний план все-таки у нас.
Мы каждый раз возвращаемся вновь и вновь. То к дальнему плану, то к переднему плану. Теперь, пожалуй, мы можем еще подчеркнуть наши облака кое-где. Вот в акварель такого не сделаешь. Если где-то ошибся с тональностью, то уже ничего не исправить. Мы можем вот это вот облако сделать еще более интересным. Ну и здесь тоже. Здесь тоже у нас ряд облачков таких, но они уже менее выявленные. Но подмалевок все равно где-то затек, но в целом получилось интересно.